Сегодня сделаем вот такую небольшую анимацию вращения гайки на болте. Для этого создаем новую сцену, удаляем все, что в ней есть, все, что лишнее. И проверим в настройках нашего блендера наличие аддона для добавления меша болта. Здесь напишем, так и напишем, болт, и высветится вот такое название аддона. Добавить меш Bolt Factory. И проверьте, стоит ли у вас галочка. Вообще этот аддон присутствует в блендере по умолчанию, но нужно проверить, поставили ли вы галочку напротив него. Я уже поставил. И если у вас уже этот аддон подключен, в объектном режиме добавляем mesh и здесь находим Bolt, поворачиваем его по оси X на 90 градусов, R, X 90. Ну, можно по оси Y, кому как удобно. Добавляем теперь гайку. То же самое. Добавить болт. И пока у вас вот эта рамочка не исчезла, здесь меняем значение болт на значение nut, то есть гайка. Теперь нажимаем в любом месте нашего экрана, чтобы эта рамочка закрылась. То же самое при выделенной гайке RX90. Теперь займемся конкретно анимацией. Добавим количество кадров нашей анимации, сделаем 160. И кадр первый, с которым мы будем работать, это 150 кадр. То есть это конец нашей анимации будет. К концу анимации гайка должна быть закреплена, закручена, ну, до шляпки, да, вот здесь. Выставляем кадр, двигаем куда нужно нашу гайку. Клавиша I для выставления ключевого кадра, и выбираем значение Location и Rotation, то есть перемещение и вращение. Теперь первый кадр анимации, то есть откуда начнется вращение. Даже не первый сделаем, а где-то 10. Вот так, 10. 10 кадр от начала анимации. Двигаем нашу гайку с помощью клавиши G на конец болта. Сюда Enter, закрепляем ее местоположение. Переходим в свойства объекта. И здесь, в зависимости от того, как вы повернули, на оси Y или X, ну, у меня на оси Y получается, нужно будет выставить количество градусов для того, чтобы сколько градусов эта гайка будет вращаться. Я выставлю 800 на оси Y. Вот, видим, что она провернулась, значит, я правильно выбрал правильную ось. Теперь опять же еще раз составляем ключевой кадр I и тоже Location и Rotation, перемещение и вращение. На таймлайне выставляем начало нашей анимации и проигрываем нашу анимацию. Ух ты, все работает, ничего себе! Вот это да!